Давайте поговорим о том, что мне нравится в Атлантах. Что мне нравится в Атлантах и что бы я мог вам посоветовать, да? Чем мне нравятся Атланты? Атланты мне нравятся тем, что машинки достаточно дешевые. То есть, в принципе, покупая эти стиральные машинки, вы достаточно серьезно экономите. Обычно вам не навязывают дополнительных услуг, даже тех же самых резиновых ножек внизу. Вот. Средненькая такая сборочка, вот, с косяками, конечно. Ну, косяки есть в любой технике на самом деле. Но здесь все перекрывается чем? Два тут очень хороших фактора. Это первое, цена, которая влияет на доступность стиральной машинки. Это доступность в любом регионе. Вот. Это уже три даже вещи я сейчас скажу. И третье, это гарантийные обязательства. Гарантийные обязательства на стиральной машинке Атлант 3 года составляют. Что не может не радовать любого потребителя, потому что 3 года это существенно, без переплат. То есть без переплат, без всяких переплат и доплат за гарантийное обслуживание 3 года, это очень хорошо. Гарантийные обязательства по фирме Атлант нареканий практически нету. То есть те люди, которые использовали технику и вызывали мастеров по гарантийному обслуживанию, не сталкивались с какой-то грубостью, там, с неадекватностью мастеров. Но это я говорю именно о своем опыте в Курске. Вот. И также не жаловались на этих мастеров. Все корректно, приезжали мастера, машинка не сливает, они систему могли даже почистить и строго меняли сливной насос. Машинка не греет, приезжали, меняли тен без всяких нареканий. Машинка не крутит, приезжали, снимали двигатель, ставили новый двигатель и уезжали. Гарантия происходит в течение трех лет без всяких нареканий, меняют все что угодно и восстанавливают вам. Но если машинка ваша в течение 3 лет ломалась уже несколько раз и вам ее ремонтировали по гарантийным обязательствам, вы уже в принципе должны задуматься о том, что что-то с этой машинкой не так. Видимо, вам попался бракованный образец, либо вы неправильно ее эксплуатируете. В частности, в большинстве случаев как раз неправильная эксплуатация приводит к частым поломкам стиральных машин. И вы должны будете просто задумываться о покупке стиральной машинки классом выше, лучше. Вот. Либо задуматься о том, а как же вы, собственно, используете стиральную машинку и просто прекратить машинку стиральную насиловать. Скажем так. Может быть, кому-то это не понравится, но это так на самом деле и есть. Конечно же, чем больше необразованных пользователей бытовой техники будет, и чем больше варваров будет пользоваться бытовой техникой, тем больше будет работы, соответственно, у мастеров. К вниманию, да? Вот, поэтому вот они несколько вещей, за которые я, в принципе, Атлант мне нравится. Да, это доступность, получается, по цене, то есть самые дешевые сегменты. Вот, это то, что машинка доступна в любом регионе. Это то, что производитель у нас недалеко находится в Белоруссии, получается. И это то, что гарантийные обязательства свои они выполняют без нареканий. Но бывают косячные сборки, попадаются не с теми узлами. Это касается тенов и сливных насосов, но, возможно, это машинки, прошедшие предторговую подготовку. То есть бывают такие моменты, что когда вы приезжаете в магазин, вам продают машинку или рекомендуют, чтобы вы купили данную машинку. Почему? Потому что на ней царапина какая-то, да, была. Вот, есть или была там, и поэтому ее дешевле продают. Либо то, что на нее потеряли упаковку. Как такое произошло, неизвестно. Но по факту я работал в частной, получается, структуре по продаже бытовой техники, отвечал как раз за эти моменты. По факту вам просто, возможно, продают машинку после технического восстановления. То есть предторговая подготовка с ней была. То есть на момент, когда ее продавали клиенту предыдущему, выяснилось какое-то наличие брака, дефекта. И клиент отказался от этой стиральной машинки, или это произошло в магазине при проверке ее включения в сеть, допустим, она не блокировалась, да. Не у всех магазинов есть возможность проверить ее через воду. Обычно просто включают, смотрят, все, кнопочки горят, все переключается, машинка блокируется, значит она рабочая. Но бывает такое, что не работает. Даже именитые фирмы, такие как Samsung, бывают попадают на такие виллы. Вот я вам прям честно говорю. Потому что вот Samsung, я как помню, вот несколько лет назад это было, когда я работал еще в этой фирме, я работал с 2010 по 2011 год, у нас в магазин пришла партия из 5 стиральных машин Samsung EcoBubble, которые в результате продажи на витрине, то есть мы их подключили просто в сеть, проверить блокировку, работоспособностью, она не блокировалась. То есть она не блокировалась, не было щелчка, ну и в результате позвонили, соответственно, в авторизированный сервисный центр, с которым мы работали, это Бриск сервис в Курске. Вот. На что нам менеджер ответил, что везите всю партию машинок к нам, там дефект по крючкам. То есть заточка была неверной,
ну, не в ту сторону, получается, выбраковочка пошла. И нам, соответственно, пришлось всю партию из 5 машинок ввести, соответственно, в Бриск-сервис. И когда я туда подъехал, выяснилось, что там и Эльдорадо, и Техносила, и чего, из каких только магазинов и регионов именно к Курску ближайших не привезли эти же стиральные машинки с таким же дефектом. Ну и буквально, получается, работа по замене крючка занимала около 15-20 минут. То есть для этого требуется разборка люка. И все это нужно мастеру в сервиске делать аккуратно, чтобы не поцарапать стиральную машинку и не повредить люк, чтобы на ней не оставалось никаких следов. Это называется предторговая подготовка. Затем такие машинки, это выбраковка получается, выставляют обычно в частных магазинах, выставляют их по цене ниже или выставляют в крупных магазинах, где пишут, соответственно, о том, что у машинки маленькая царапина, большая скидка. Да, на самом деле вы покупаете машинку с предпродажной подготовкой. И неизвестно, с каким дефектом, то есть какой дефект у машинки устранялся. Кстати, лайфхак вам, дорогие зрители, именно это сейчас относится к пользователям. Непосредственно к самим пользователям машинок, но также и мастерам, в принципе, кто не знает. Когда вы покупаете бэушную стиральную машинку, бэушную технику и сомневаетесь в том, что не впаривают ли вам технику с дефектом, вы имеете полное право позвонить по телефону горячей линии поддержки, который указан обычно наверху стиральной машинки, на наклейке спереди, сверху, сбоку где-то, да, большие цветные наклейки. По этому телефону горячей линии бесплатному звоните производителю, открываете машинку у люка, да, у всех по-разному. Вот здесь вот шильдик будет, наклеечка специальная. В большинстве машинок шильдик здесь наклеечка, либо в лючке внизу сливном, либо сзади. Или достаете документы от этой машинки, вы уже увидите несомненное вмешательство. Обычно пакеты разорваны у них там, но там гарантийники не отрезаются, просто переписываются данные с машинки. Вот. И вы можете достать эти документы и прямо в магазине позвонить по телефону горячей линии и сказать: пожалуйста, можно проверить мою машинку или ту машинку, которую я сейчас хочу купить, на тот факт, что у нее происходила предторговая подготовка, исправлялся какой-то дефект. Вам производитель обязан об этом сообщить, потому что сервисные центры об этом сообщают и отчитываются, соответственно, производителям. И вам просто скажут, напрямую скажут. По некоторым фирмам такое прокатить может и не прокатить. Вот раньше не прокатывала Индезит. Индезит и Аристон одно и то же. Вот по Индезиту не прокатывало. Там отказывали менеджеры в этой услуге, соответственно, и не говорили вам. Samsung и LG говорят. То есть они говорят: да, предторговая подготовка была, у вас менялся там крючок. Да, предторговая подготовка была, у вас менялся тен. Тогда смело можете брать машинку, проблем у вас с ней не будет. То есть вы действительно сэкономили, вам повезло. Но если вам скажут, что менялся модуль управления, там, допустим, да, или производился замена бака, допустим, стоит задуматься, да, то есть брать эту машинку на самом деле или нет. Вот, возможно, будут более серьезные дефекты и последствия, с которыми вы впоследствии столкнетесь с этим. Но на гарантию это, в принципе, не повлияет. Но зачем вам этот геморрой, в принципе? Вот, то есть вот такие вот плюсы, вот такие минусы от моего лица, собственно, по данной стиральной машинке. Я еще по минусам пробежусь, вам расскажу именно от себя, что мне еще не нравится, какие здесь существуют дефекты, которые мне не особо нравятся в стиральных машинках. Вот. И, кстати, по поводу эксплуатации тоже поговорим на примере этой стиральной машинки. Она убита в хлам, я вам покажу, что там за проблема у нее и что это за варварское использование было у этой стиральной машины.